Как мне вернуть свой авторитет в глазах сотрудников, с которыми со старта все делали вместе, и как вообще поддерживать свой авторитет в глазах сотрудников, особенно тех, с кем работают долго. Для того, чтобы вы поддержали авторитет, для того, чтобы ваш авторитет рос, ваша компетентность, ваши знания и то, что вы делаете, должны опережать то, что происходит в компании. Я сейчас сказал банальную вещь. Чтобы быть лидером, надо быть лидером. Ну да. Но тем не менее, действительно, чтобы быть лидером, надо быть лидером. Чтобы быть лидером, нужно быть лидером в идеях. Лидер – это тот, кто задает направление. То есть вы должны задавать направление. Вы автоматически получаете уважение. Это очень легко. Когда вы берете группу людей и говорите, а наш следующий шаг – бам. А потом мы сделаем вот это. А теперь нам нужно сделать здесь легкую реорганизацию. А теперь нам нужно внедрить вот эти инструменты. То есть, когда вы задаете идеи, которые ведут по какому-то маршруту группу людей, вы автоматически становитесь лидером, и вы автоматически получаете уважение. Я почувствовал, знаете, такую нотку, что вы как-то упустили свое лидерство. У вас есть хороший управляющий, окей, поздравляю, вы молодец, вы его создали. Бинго, вы выиграли приз. Но вы этого управляющего должны вести. А когда вы его не ведете, он будет вести вас. Это всегда так. Когда вы имеете дело с людьми, то вы либо их ведете, либо они идут по какому-то своему маршруту, и вы для них перестаете быть лидером. Вот такая простая штука. Поэтому вам нужно немножко прокачать свои знания, вам нужно ставить цели, вам нужно вкручивать их в команду, вам нужно повышать стандарты через вашего управляющего. И обратите внимание, я говорю сейчас достаточно обобщенно, не принимайте на свой счет. Но, возможно, какие-то вещи, параллели какие-то вы найдете. Но бывает такое, что владелец бизнеса говорит, ну что ж, я уже свое дело сделал, что ж, я уже не молод, мне уже 37, и пора на пенсию. У нас хороший руководитель, он прекрасно справляется, пускай справляется дальше. Не беспокойте меня по мелочам, я занимаюсь духовными практиками, я созерцаю море. И он перестает ставить цели. И он перестает ставить новую какую-то, создавать новую стратегию. Он перестает играть какую-то роль в создании новых продуктов, в развитии компании. Он просто владелец себе, он просто получает деньги, дивиденды, что еще надо. Гарантированы проблемы. Просто гарантированы, потому что его роль органически кто-то должен выполнять, и кто-то займет его место. И кто теперь всем командует? Кажется, мы. И в какой-то момент тот, кто занял его место, будет получать уважение и власть. И в какой-то момент он будет пренебрежительно относиться к этому пенсионеру, и это, в общем-то, нормально. Универсальное решение заключается в том, что первое, что надо сделать, ваше место занять и начать действовать профессионально. Для этого у вас есть наш акселератор «Бизнес-бустер», для этого у вас есть книга «The Business Owner Defined», обязанности владельца компании, у вас есть книга на русском языке, которую вы можете почитать и начать выполнять свои обязанности владельца. И вы никогда не будете сталкиваться с проблемами неуважения и всего остального. И все. Это первый момент. И только после того, как вы это сделали. И я бы сказал такое. Я бы сказал, ты знаешь, я как-то упустил некоторые моменты, но я сейчас делаю вот это и собираюсь сделать вот это, как лидер этой компании. И я очень тебя прошу о том, чтобы ты меня поддерживал максимально, мои идеи усиливала. Это то, что я ожидаю от управляющего своей компании. Спасибо большое за понимание. Понимаете? То есть я бы об этом поговорил. Я бы не стал размазывать вот эту вот историю, что я вижу некоторые признаки неуважения, ты как-то не проявляешь достаточно почтения, бла-бла-бла-бла. Я вот этой херней заниматься бы не стал. Я бы сначала устранил причину, а только потом уже смотрел и вполне возможно бы это все исправил. Если вам ценен этот ответ на вопросы, или у вас дополнительные вопросы будут по этому поводу, ребята, пишите в комментариях. Потому что тема такая, она очень тонкая. Но это, тем не менее, тема, которая возникает, наверное, у каждого владельца бизнеса, возникают такие вопросы в какой-то момент. Я лично смотрю на это именно так. Если девчата начинают не слушаться, если там что-то происходит с партнерами, что-то происходит с руководителями, я всегда делаю степ-бэк такой, шаг назад, и я смотрю на это и думаю, так, хорошо, и где я сам упустил? То есть где я не дотягиваю? Потому что если вы выполняете работу лидера, никогда. Ну да, вы можете встретиться какой-то странный который случайно залетел в вашу компанию с плохими манерами и вообще сумасшедший.
Но обратите внимание, мы не говорим сейчас о таких людях. Мы говорим о наших партнерах, мы говорим о наших руководителях. Никогда не возникает проблемы с неуважением и так далее. Ну, если только они вдруг внезапно не сошли с ума. Но я с этим, к счастью, еще не сталкивался.